Всем привет, друзья! Сегодняшнее видео я решил посвятить любителям бумажного моделизма. Думаю, многие из вас видели обзоры на модель трактора МТЗ-80УК, собранного из бумаги в 32 масштабе. Ну и сегодня расскажу о процессе сборки. Модель разрабатывалась в программе Rhinoceros. Это был мой первый проект в программах 3D моделирования. Хочу выразить свою признательность человеку, который предложил мне помощь в изучении, Виктору. Если смотрит ролик, спасибо большое. Чертежи для модели брал из журнала М-Хобби, но отсюда перекочевали некоторые косяки. Для стендовой модели, думаю, незначительные. Кто-то с утра на рыбалку пошел, живопись, пение, рукоделие, ищем талантом своим применение. Спорт, оперетта, шевеление ушами, что вам по душе, решаете сами. Кто-то заядлый фанат ЦСКА, кто-то любитель хмельного пивка, кто-то освоить решил фотошоп, а кому и на даче с женой хорошо. Лепка, вязание, вышивание, все нам под силу было только желание. Театр или музыка, отдых в Майами, что вам по душе, решаете сами. А в спецмагазинах сейчас можно купить, что не пожелаешь, только плати. Бусины, бисер для вышивки, крест. Да, кстати, в вашем хобби все это есть: стихи, рисование, монет собирание. Ищем мы в жизни свое призвание. Компьютеры, рок и прогулки ночами, что вам по душе, решаете сами. Полны мы желаний, забот и идей, без них было бы скучно нам в мире людей. А что бить баклуши может каждый дурак, но лежать на диване тоже хобби как-никак. Все чему-то учатся, придется помучиться, почувствуйте кайф, когда все получится. Мне нравится петь под гитару с друзьями, что вам по душе, решайте сами. Для печати рекомендую брать бумагу плотностью 160-180 грамм. Сборку я начинал с остова трактора. Собираем корпус заднего моста детали 1. К нему приклеиваем корпус коробки передач детали 2. Далее собираются корпус промежуточной коробки и сцепления детали 3 и 4. Двигатель собирается из блока цилиндров. К нему приклеить отливку 5Е, масляный картер, головку цилиндров. Собираем полураму. Передняя часть двигателя включает в себя детали корпуса шестерен, подклеить на картон их желательно, шкив коленвала, масляный насос, двигатель, приклеить к корпусу сцепления. Далее устанавливаем радиатор, рулевую колонку. С одной стороны к лонжеронам приклеиваем ресивер, со второй инструментальный ящик, приклеиваем бак гидросистемы, собираем гидроцилиндр навески, деталь 18. Далее собираем колеса, устанавливаем на модель. Для изготовления впускного и выпускного коллекторов можно взять проволоку подходящего диаметра. Собираем кабину.
Передний мост при желании можно сделать поворотным. Все как в настоящем тракторе. Окрашивал модель нитрокрасками. Для приборов освещения и сигнализации, то есть фары, поворотники, применил прозрачный пластик. Придал трактору немножко следов эксплуатации. Спасибо Владимиру Реутскому, очень помог мне в этом. Ну и хотелось бы поблагодарить ребят, которые собирали модель Владимира Сорокина. На мой взгляд, классная модель у него получилась. И несколько моделей собрал Паша Константинов. Тоже спасибо ему, очень приятно мне смотреть на его работы. Для желающих собрать себе такую модель я сделал несколько перекрасов. Базовый трактор МТЗ-80УК, унифицированная кабина, МТЗ-80.1, синий-черный, и экспортную модель Беларусь. За границей они шли как 800-я серия. Ссылки на скачивание я оставлю в описании. Разойдись, шире Русь, едет трактор боевой, Беларусь. Погоняем мы гусей и овец. Ах, какой ты и я молодец! Ах, какой ты и я молодец! Всем удачи, спасибо за просмотр.